Я был рад, что моя дочь смогла увидеть мир моими глазами. Мир, который открывается, путешествуя на мотоцикле. Вместе мы проехали 2000 километров по Испании и Португалии. Преодолели 2000 километров по воздуху. Моя дочь смогла почувствовать тот дух авантюризма и свободы. Вот посередине вот этой затоки проходит граница. Португалия. Спасибо тебе большое. Я видел Португалию. Я видел мыс Рока. И снова держим путь на Испанию. Я продолжаю свой одиночный путь. Сегодня хотел доехать к очень значимому месту для всех путешественников. Что это за место? Об этом мы еще узнаем. Да я срезаю немножко так крюк, чтобы подняться в горы, потом спуститься к океану и идти дальше вдоль океана, аж на самый север Испании. Вот он, океанище. Вот это красота! Я не ищу легких путей и вот таких вот тут дорожек, а вот самая правильная дорога, которая выбрана, 3302. Блин, как красиво! Мы только что перешагнули через вот эту гору. Там наверху было 37 градусов. Здесь сейчас 26 за счет холодного океана. Это побережье Испании очень необычное и напоминает северную часть Лафатенских островов. Да, как в Норвегии. Но самое интересное, что на этом побережье были какие-то оборонительные рубежи. Здесь расположены руины береговой батареи Кабу-Сильеро, построена в 1923 году для защиты Галисии, одной из древних провинций Испании. Хорошее место для обороны. Вплоть до 1990 года это была действующая батарея, которая прекратила свое существование в 1998 году. Ну вы же понимаете, мы ж не просто так приезжаем там в какие-то места и так далее. Здесь есть очень интересный пляж. Кристо-Бич. Чтобы на него попасть, нужно немножко проехать по грунтовой дороге. Но мы уже привыкли к таким вещам. Здесь все усеяно стеклом. Но здесь он появился не просто так. Сюда просто сбрасывали очень много стекла, фарфора и всего остального. А море сделало свое. Кто-то их сюда привез, а я их буду отсюда вывозить. В аквариуме очень красиво будут смотреться. Недалеко от этого мыса есть уникальный городок Биона со своей древней крепостью, расположенной на холме Монте-Реаль. Сейчас в этой крепости дорогой отель. Блин, очень красиво. Arriba. Рыба? Окей. Посмотрите на вот это все. Где я просто еду. Это до такой степени круто. Строительство этой крепости велось на протяжении 400 лет, начиная с 12 века. Конечно, с такой башни посмотреть наверх, это уже что-то. Блин, как красиво. Четырехзвездочный отель «Парадорос» располагается здесь с 1966 года. Хозяева отеля постоянно занимаются реставрацией и сохранением истории этого уникального места. Эта крепость защищала подступы к крупнейшему городу Галисии, городу Виго, который один из первых получил право вести торговлю с Новым Светом. И это право дано было ему не просто так. Здесь находится
точная копия шхуны Христофора Колумба. Это каравелла Пинта, которая участвовала в первой экспедиции Колумба в Вест-Индию. 1 марта 1493 года эта шхуна прибыла на берег Байоны. Что сделало этот город первым в Европе, кто услышал новость об открытии нового света. Представляете, вот на такой маленькой шхуне Христофор Колумб открыл Америку. В этом городе каждый год в марте устраивается средневековый праздник, посвященный этому событию. Я держал путь дальше, на север Испании, в очень значимый город, столицу Галисии. Город, который значим для всего христианского мира. Первый — это Иерусалим, второй — это Рим, и третий — это Сантьяго де Компостела. Что в переводе «свидетельство святого Якова». Этот город очень значим для всех пилигримов. Этот город, он просто пропитан пилигримами, путешественниками. Здесь проходит путь святого Иакова. Путь святого Якова иногда называют дорогой звезд, так как раньше паломники ориентировались только по звездам. Сейчас на всем пути стоят указатели в виде ракушки, которая является символом всех путешественников. И также в соборе находятся мощи святого Иакова, который является покровителем всех путешественников. Вот к нему мы и едем. Офигеть, вот это я еду. Существует более 15 вариантов маршрутов, ведущих к Сантьяго де Компостела. Самый популярный из них – французский путь. Он же является первым. Длина его 800 километров, которые нужно пройти пешком. Куда ты заехал? Как ты отсюда выйдешь? А тут въезд запрещен. Прикольно, зато в очередной раз малыш будет стоять в подземном паркинге. Проснувшись в очень необычном отеле, Это как в Стамбуле мы были, что кафешка, наверху номера, вот точно так же и здесь. но при этом его месторасположение очень безопасное. И самое главное, что мы находимся напротив отделения полиции. Я тоже решил пройти свой путь пилигримов. Правда, очень короткий. От отеля до главной святыни этого города, собору Святого Якова, не более 500 метров. Все пилигримы, которые сюда приходят, они получают сертификат. Тут есть специальные центры такие. Для того, чтобы получить сертификат о прохождении пути Сантьяго, необходимо пройти как минимум 100 километров пешком или 200 километров проехать на велосипеде. Но весь прикол в том, что по ходу этого всего ты еще ставишь отметки в пунктах, которые есть на протяжении всего пути. Легенда об этом всем гласит следующее. В 1944 году в Иерусалиме по приказу Ирода был казнен один из 12 апостолов учеников Иисуса, апостол Иаков. Его тело было перевезено учениками по морю в Галисию, где святой проповедовал ранее, и тайно захоронено. Офигеть. Через 800 лет некий монах-отшельник увидел в поле странное свечение, которое привело его к мощам апостола. Еще через 30 лет здесь появилась часовня, названа Компостела, что в переводе с латыни «место, обозначенное звездой». С этого момента сюда потянулся поток паломников со всей Европы. Мне чудным образом удалось увидеть саркофаг с мощами, хотя это получается не у всех.
В 80-е годы прошлого века количество паломников можно было пересчитать на пальцах. Сейчас их количество более 100 тысяч человек в год. Слушайте, это пипец как круто. Просто я почувствовал эту атмосферу. Там столько паломников внутри. Я счастлив был побывать здесь и увидеть все своими собственными глазами. Я покидаю Сантьяго де Компостела, город, который образовался вокруг собора и является столицей Галисии. Город, который носит имя третьей столицы католического мира и прозвище «Христианская Мекка». Класс. Слушайте, ну здесь действительно такое сочетание старины и современности, и оно довольно-таки интересно смотрится. Очень крутой. Вот такими улочками ведет меня Гармин. Классный ты, Гармин. Едем к побережью, и потом пойдем уже немножко по побережью и уйдем в горы. 170 километров это вот такой вот скучной дороги. А что поделаешь? Поехали. Сейчас на улице уже 22 градуса. Я думаю, что скоро предстоит не охлаждающий жилет одевать, а одевать что-нибудь потеплее. Очередная непонятная плата за проезд. Вот так вот. Все очень просто, но за что 8 евро? Не знаю. Слушайте, я вот заехал в еще один городок. Проезжая мимо города Ла-Корунья, я не смог в него не заехать. Прежде всего, это бывшая столица Галисии. Вот то, что я видел на юге Испании, и здесь они другие. Также здесь находится старейший из сохранившихся римских маяков с громким названием «Башня Геркулеса». Вау, слушайте, ну она прикольная. Вот к нему я и хочу подъехать. Слушайте, ну если я уже сюда приехал, ну почему бы туда не подняться и не посмотреть? Эта башня, точнее маяк, находится здесь с 1 века нашей эры. Тогда он имел высоту 34 метра. Сейчас его высота 55 метров. В таком виде он существует 240 лет. Вот такая она, башня Геркулеса. Башня Геркулеса – единственный сохранившийся римский маяк, который до сих пор используется для морской сигнализации. Ну что вам сказать, друзья? Бесполезная точка. Такое себе место для посещения, чтобы специально сюда заезжать, для меня она бесполезная. Лучше все-таки какие-то природные вещи, которые хочется посмотреть, которые созданы не руками человека, а природой. Поэтому едем в природу. Двигаясь к очень загадочному и мистическому месту, я выбрал необычный для себя путь. Тут ты едешь, и даже не верится, что ты едешь где-то в Испании. Офигеть. Я даже не догадывался, что дорога через эти леса приведет меня в восторг. Просто в каком-то селе.
Вот это жизнь глубинки Северной Испании. Южная там совершенно по-другому часть. Куда я попал, блин? Где я еду? Для меня это было открытие. Я не ожидал увидеть в Испании такие густые леса. Блин, посмотрите, какая чистая вода. Где-то в глубинке Испании. И там где-то, я понимаю, так будет виден океан. Посмотрите, какая красота там открывается. Но скоро эта красота испарится, и мы попадем в мир, который исчез, где каждый метр как шаг в пустоту. Это дорога через перевал Альто-ду-Фиуку, высота которого всего 600 метров. Вот это туман. Но это самый опасный участок трассы А8, где примерно в 50% случаев видимость составляет менее 50 метров. Я хер его знает, куда ехать. Даже не видно ничего. Вообще ничего не видно. Двигаясь вперед, создается впечатление, что мир за пределами дороги перестал существовать. Я двигался почти на ощупь. Руль казался единственной связью с реальностью. Это была не просто езда. Это было движение в бесконечную неизвестность. Я так понимаю, что здесь туман бывает очень часто. Туман здесь всегда. По статистике, эта дорога закрыта около 700 часов в год. Основная причина тумана – это охлаждение влажного воздуха, поступающего с побережья. И это все усложняет планировку маршрута. Вот это я выехал к океану. Я даже себе представить не мог, что такое может быть. Каждый метр дороги – это шаг сквозь страх. Мне было страшно. Вот там какое-то просветление мне туда. Именно там я смогу увидеть очередное чудо природы – Прая дас Кадедрас. Это там. Этот пляж – один из самых впечатляющих пляжей Галисии. Здесь море и ветер создали из скал величественные арки и пещеры, напоминающие готические соборы. Но все это величие можно увидеть только во время отлива. Для того, чтобы узнать время отлива, вот сайт, на котором можно все посмотреть. А вот попасть сюда у меня не получилось. Оказывается, надо вот типа зарегистрироваться, хочешь сюда приехать, просто сюда не попадешь. И мест уже нет. У меня вот эта вот ситуация, она реально выбила из колеи. Я специально сделал крюк для того, чтобы сюда приехать. Я смотрел по сайту, когда будет отливы. И все было напрасно. Я в раздумье. Что делать дальше? Не хотим посмотреть изнутри, посмотрим это все с воздуха. Я попробую сюда заехать. Это не просто пляж. Это собор, где вместо куполов небо. Вместо органа шум прибоя, а стены сложены из вековых волн и ветра. Так описывают это место. Вид, конечно, там обалденный, а снизу вообще, наверное. Но сейчас уже начался прилив. Очень жаль, что все это я смог увидеть только с высоты. Я собирался сегодня ехать в горы. Да, вот так вот в горах. А я собирался туда ехать и там ночевать. Сейчас тот момент, когда ты не понимаешь, что тебе делать. Я подъезжаю к развилке. Куда мне ехать? В горы? Или вдоль океана? Вот я сейчас немножко так в раздумье. Я, наверное, уже устал.
наверное, я уже хочу домой. Все-таки не выдержал, я решил ехать горами. Двигаясь по этой дороге, я ехал в самую зеленую и экологически чистую зону Испании. Тем более это как и был мой маршрут. Я ехал в княжество Астурия. Я здесь, по большому счету, и должен был ехать. Ну, значит, так и поеду. Тут дорога, конечно, идет вообще круто. Вдоль вот так ущелья, какие-то вот домики. Этот регион известен своими горнодобывающими шахтами и рудниками. Некоторые из них уже закрыты. Некоторые города заброшены. Вот такие вот заброшенные дома стоят. Блин, оно как-то все по-другому так. Стоят вот такие вот заброшенные дома. Но об этом мы узнаем позже. Офигеть. Я вообще не понимаю, куда я еду. Где я найду себе жилье. Буду что-то искать. Все выше и выше уходим в горы. Нам нужно добраться до города Мьерсе-дель-Камин, который сейчас является центром угольной промышленности Испании. Как бы странно это ни звучало, но ночевать я буду именно в этом городе. А отель вот прямо на светофоре. Если он работает, конечно. Сейчас зайдем, узнаем. Ух ты! Отличный номер. Что еще надо?